Ну, друзья, доброе утро всем. У нас начинается новый день. И сегодня мы едем вдоль побережья в сторону севера. Где-то километров так 200-300. И потом будем сворачивать уже в горы, внутрь города, внутрь страны в смысле, подальше от океана. Наша следующая остановка должна быть где-то на пляже. Где-то искупаемся, потому что очень душно и жара невыносимая. Нет. Ребята, спасибо еще огромное. Спасибо еще раз за гостеприимство, за все. Мы только рады. С тобой не прощаюсь. Вдруг и сейчас рванет. Очень симпатичные места. И вот то, что говорит Вова, все это было построено в течение пару лет. Как раз был экономический маленький бум у них. И появились местные миллионеры. И куда-то им нужно было заселяться. Поэтому сделали этот райончик. Смотрите, какой он чистый, красивый. И вообще не похож на остальной Вьетнам, который я вам показываю. Более европейский. Гламурненький, везде все что-то растет, красиво, даже грязи не так много. Ну вот стоит, правда, недостройка прямо посередине. И слева тоже недостройка. Угу. Да, Володя рассказывает, что во время наводнения эта река очень поднимается, но само собой рассасывается к океану. То есть с левой стороны, где океан, наводнения не бывает, а вот с той стороны, где все корабли стоят, там бывают очень большие наводнения во время дождевого сезона. В этом году был один из самых сильнейших дождевых сезонов, и Вова говорит, что наводнение доходило прям до пола его квартиры на первого этажа. Пиклбольные корты. У вьетнамцев, наверное, спорт номер один. Я не знаю, как В Канаде тоже сейчас это, да, пиклбол везде. популярно, все играют, куча турниров проводится. Они еще бильярд любят очень. Наверное, да. Ну, везде бильярдные стоят, поэтому, да. Ну, так вот, да, говорю, тут очень большое количество русских. Вчера мы ходили в даунтаун, и больше, чем половина русскоязычных. Это все началось с СВО, с начала войны. Ну и раньше тут как бы русские были, но не так много. И они сейчас даже делятся между собой сейчас на русские, которые приехали до, и русские, которые приехали после. И друг с другом не разговаривают. Так, друзья, обратите внимание, везде стоят эти маленькие синенькие будки. Сейчас я вам их покажу. Это вот спереди, справа, там 4 будки стоят, и они везде. Володя говорит, их только вот они, видите? Володя говорит, их только поставили везде, и это замена батарей. Вот они опять стоят здесь. Замена батарей, и здесь стоят, и здесь. И вот они стоят. Они просто везде. Это опять VinFast, это компания, которая монополизирует маркет для батареек, для электрических машин. Это опять они. И на каждом шагу просто подъезжаете, меняете батарейки, едете дальше. Так решили проблему электрификации. Ну, сейчас мы подъезжаем как бы в, я думаю, это даунтаун, наверное. Да. И ну, сейчас не так людно. Вчера тут было все забито. Как видите, все чистенько. Более-менее, опять же, более-менее. Все в относительности. Я просто напоминаю, что я во Вьетнаме. Стоят огромные, вон опять, Vin Pearl, тоже Vin. Все Vin тут. Тут как будто один человек имеет монополию на весь город. Ну, дальше вы видите, там Hyatt стоит, Novotel и все остальные дорогие марки. Это их неизвестный Lotus и самый-самый центр. Из известных ихних, всех открыток, фотографий вы увидите вот этот Lotus на берегу океана. Вчера мы тут были. И, кстати, вчера мы тут были пешеходами, можно сказать. И переходить дорогу тут пешеходом, по-моему, еще более интересно, чем ехать на мотоцикле. Везде играет русская музыка. Вот. Это Кейти Капур вчера слушали.
Некоторые даже вьетнамцы в караоке поют русскую музыку. Кстати, «Ласковый май» кто-то когда-то слышал на вьетнамском? Да, вчера пришлось даже это послушать. Поют тут все. Также магазины, тут русские магазины есть. И даже convenience store можно купить боржоми. Знаете, хоть немножко дождливо начинается, но очень красивый вид, поэтому не могу я вам это не показать. Слева отвесная скала, справа океан. И не так много народу сейчас, поэтому можно увидеть что-то из природы. Красота! Это уже интересно. What's up? Yeah. Where you from? Canada. International driver license. Yes. Okay. Sure. Huh? You want to see it? Вот такое тоже бывает. Спрашивают просто license plate. Интернациональная. Она у меня далеко, поэтому сказали не тащи. Okay. Yeah. Thank you, my friend. My friend. Или еще какой-то городишко. Ну, Вьетнам, это, можно сказать, переход из одного городишка в другой. То есть это нету такого, чтобы вы проезжали и не было люда. Просто для контраста дам вам знать, вот мы были в технологическом городе, где все на электробатарейках, где будущее для них, где винпарк, где хаяты, где, ну, где вы все видели. А здесь вот Вьетнам простой. Такой Вьетнам, по-моему, вот сколько я уже еду, там 5-й день, вот такой Вьетнам весь. Мы сейчас с Вовкой выскочили на какую-то маленькую улочку, чтобы найти что-то нам отведать из местных деликатесов. Какой-нибудь ресторанчик, что-нибудь такое. Посмотрим, что-то понравится. Так, остановимся. Вот подъехали еще к одному пляжу. Также по совместительству тут ресторанчик и кафешка. Ну и само собой все такое от природы. Вот. Считается очень гламурным местом. А также тут почище, чем в остальных местах, в которых мы были. Тут тоже приятно. Очень много русских. Это больше, чем половина. Мы остановились смазать цепь маслом. Сейчас поговорим. Hi. Oil. Thank you. Ну, друзья, сегодня у нас день пасмурный, как вы поняли. Насквозь все мокрые. Ну, мчимся дальше. Вчера я сгорел весь, сегодня я весь буду... Сейчас, секундочку. Сегодня я весь буду мокрый. Вся одежда мокрая, все насквозь. Но достаточно тепло на улице, поэтому не холодно, я бы сказал. Поменяли масло сейчас на мотоциклах, в цепочках в смысле. И заправились. И продолжаем наш путь. Кстати, тут недавно был Новый год, как вы поняли. Вьетнамский, китайский. И здесь это считается самый главный праздник в году. Все к нему очень сильно готовятся. Год лошади, поэтому везде увидите цветы и лошади. Очень-очень много, очень красиво, очень помпезно все. Они относятся к Новому году, по-моему, так же, как к собранию коммунистической партии. Я смотрю Great Think Alike. Я тоже приезжал, там то место, сразу думаю, о, нужно остановиться. Смотри, ты уже по тормозам бьешь. Тут и вид, и все. Hello.
Боже, как это красиво! Вот спереди красивый маяк. Смотрите, какой песок. Так, друзья, пока мы ищем, где покушать, мы заехали в какую-то стройку. Это любопытно даже теперь посмотреть, во-первых, а во-вторых, дорога очень интересная, потому что мокрая глина и тракшн так себе. Я люблю такое. Кстати, видите, это тазики везде. Это не тазики, это ихние лодки. Они так выглядят. Ими очень тяжело управлять. Так, репортаж продолжается. Мы, вот так называется, я тут даже не пытаюсь их названия прочитать. И все города, в которых я был, я потом уже буду дорисовывать и притворяться, что я выучил их названия. Кстати, какое красивое дерево. Какой-то ресторанчик прямо на воде, так что покушаем что-то рыбное, я думаю. И вон эти лодки, про которые я говорил. Видите, не у всех, это рыбацкие корыта, рыбацкие лодки. Вот я хотел поближе снять эту лодку. Это стандартные лодки, которые здесь используют все рыбаки. Ой, какая ты прелесть. Привет. Привет. Привет, мальчик. Ой, какой ты хорошенький. Кто ж тебя так покрасил, друг? Какая ты прелесть. Да, вот идем. Смотрим, ищем по запаху, я думаю. Вот все ракушки здесь. Разные, даже тут черепашки какие-то, крабы. Это, да, это все едят. Я понял. Отлично. А еще у вьетнамцев везде в ресторанах гамаки. Пока еду готовят, мы с Вовкой решили немножко отдохнуть на гамачках. Сидим с другом. Мышка, кто ж ты так покрасил? Хороший ты мой. Очень много помойки, но это везде. Это единственный недостаток Вьетнама, это помойка. А так сказка. Всем привет! А мы вечером решили прогуляться по даунтауну города Кьюнхан, в котором мы сегодня останавливаемся. И вот решили вам показать тоже, как это выглядит. Здесь как бы все более по-вьетнамски. Если предыдущие города у нас были более по-европейски, то здесь, я бы сказал, комбинация. Особенно сам отель, это просто что-то где-то. Напомнило мне как будто... не то, что напомнило, но я, слава богу, не был. Как тюремная камера, вот. Вовка, куда мы идем? Не знаю. Отлично, вот Вова уверенно говорит, что мы идем куда-то в правильном направлении. Ну, какой-то центр в этом городе должен быть, Жень. Все, ищем центр в этом городе. Вот я... Вот такие доброжелательные лица, доброжелательные
Люди во Вьетнаме. Кошелек пока не достал. Ну, я смотрю, ты у нас совсем не циничный человек, да? Да, люди тут, правда, добрые, здороваются и даже на светофорах улыбаются, хай-файв дают, детки подбегают, детки все время смеются, все время радуются. Вот это... Вьетнам намного мне ближе оказался, чем Корея. Вот, я бы сказал, противоположность. Так, ну хватит там на меня смотреть, посмотрите немножко на город. И снова здрасте. Сейчас мы зашли в кофейню. Чистенько, симпатичненько. Думаю, что-то тут отведаем. Но опять же, не забудьте, тут есть кофейни и есть рестораны. В одном продают кофе, в другом только покушать. Вот пример. Показать, как тут оплачивает система. Все через QR-код набирается и сразу из банка отчисляются деньги. You say why? Так, напитки делаются, да? Сейчас будем пробовать. Господа, посмотрите на эту красоту. И вот такие такие красивые, изящные изделия и кофе тут везде, в каждых кофеюшках. У каждого свое какое-то уникальное представление, свой рецепт. Это... Расскажи, что это? Эк-кофе. А, это эк-кофе? Окей. Попробуем эк-кофе, то есть из яйца.